Эти чудесные белые розы из моего сада для вас, милые скорпионы. Ну, как хотите. Хотите верьте, хотите проверьте, но мы перегадываем. Да-да, гадание на июнь для вас я записала давно. Ну, тогда еще вместе со всеми по очереди. Однако случайно удалила ваше видео. В раздумьях, что делать? Оставить вас совсем без гадания? Неэтично. Перегадывать? Не по правилам. Ну вот подскажите, что делать? По-моему, за всю историю существования канала со мной это второй раз происходит, когда я актуальное видео, еще не выложенное на канал, удаляю в камере. Кто-то довел меня, понимаете, когда сильно доводят, да, я нервничаю и там тычу куда ни попадя пальчиком. Поэтому, ну, как хотите, все равно гадание это у нас будет, правильно, мы же не останемся. Итак, Скорпион и июнь 2022 года. Сегодня карты будут конкурировать за ваше внимание. Самые разные колоды. Давайте выберем. Я хочу вашего внимания и вашего участия. Гигантские карты Кроули. Прям гигантские, такие, что в руках не удержишь их. Вот. Но это и имеет прелесть. Мне предлагаются для гадания колода Венский сецессион из исключительный случай, ограниченный выпуск Limited Edition. Показать вам? Почему не предлагаются для гадания? Вообще-то эти карты не для гадания. Видите, всего 2999 экземпляров, у меня 2810. Переиздано, написано, что впервые с 1907 что ли года. Вот, очень известная австрийская художница, девушка, их рисовала. Не сегодня я вспомню, как ее звали, конечно. Нарисовала она их в благотворительных каких-то целях. Ну, тогда, знаете, времена были, так сказать, суровые, военно-революционные, да, в Европе, настроение. Вот, и это Венский сецессион, это было такое... Ну, организация молодых художников, которые противопоставляли себя в искусстве вот, каноническому искусству и, как водится, за что-то боролись, то есть не только за свободу творчества, но и за все остальные свободы. И, кстати, доборолись благодаря в том числе и им. Мы сейчас вот имеем то, что имеем. Ну, более или менее свободный демократический мир. За редким исключением, да. Вот. И да, Венский сецессион. Очень такие карты, не знаю, сложные для гадания. Это, видите, художница здесь на старших арканах. Здесь тоже есть как бы так называемые старшие арканы. Система абсолютно другая, не как в Таро. Художница изображала какие-то заметные сценки, яркие впечатления своего детства или своей жизни. Мы обязательно с ними разберемся, с этими картами, когда у меня будет время. Обязательно станем на них гадать. А сегодня я вам только их показала, чтобы вы знали, что такие есть. Затем, за ваше внимание, дорогие скорпионы, борются царское Таро, сверкающие золотом. Видите, они просто слепящие какие-то карты. Возможно, мы их выберем. А вот эти, которые особенно я люблю, и в знак любви и верности, даже резиночкой их обвязала, своей любимой резиночкой, колода из 100 карт, 2 набора старших арканов здесь, это Spanish, испанский. Потом есть у нас абсолютная классика Таро Уайта, без комментариев, просто Таро Уайта, картиночки, которые вы все 100 раз видели, к которым вы привыкли. А вы пока выбирайте, я не просто так показываю. Я хочу, чтобы вы тоже подключились, да, и выбирали. С кем у нас совпадет выбор, тем, значит, отдельный плюсик, отдельное везение, отдельные, значит, вибрации какие-то от канала и от карт, от звезд. Таро Висконти тоже сверкают. Вообще я люблю все блестящее, вот в этом смысле. Так вот по мне не скажешь, потому что вот одежонка тускловатая, но это... А зато все вокруг меня блестит. Угу. Золотое Таро, эти называются красивые такие крупные карты. Таро кошачий глаз. Некоторых пишут, хотим, полюбили Таро кошачий глаз, потому что здесь везде котики. Вот как у меня здесь
в моем чудесном доме везде котики, так и на этих картах. Видите, вот здесь вот переворачивается семерка жезлов, то есть такая карта-то воинственная, да, доблестная. И вот здесь котик как раз идет воевать с собачкой. Здесь собачий нос. Оригинальные тоже карты, не часто я их, да и вообще не вижу там в интернет-магазинах или где-то. Есть вот давно-давно у меня колода «Секрет Таро». Они какие-то такие веселые, сказочные. Вот прямо настраиваешься, какие бы карты ни выпадали, а все звучит хорошо, все весело звучит. Тоже одна из любимых колод, тоже нигде не вижу, что продавалась-то. Я здесь урвала в местном магазине живьем, купила Таро цветов. У меня их много экземпляров. Купила все, какие были. Представляете, пока есть, думаю, что бы не запастись. Ну, теперь надо кому-то раздаривать же их, да. Вот, например, ирис и король кубков. Вот ирис цветок. У меня тоже здесь полно цветет ирисов. Еще не все. Есть Таро Кроули обычного формата. Так, для повседневной носки есть Таро 78 дверей. Какие вам нравятся? 78 дверей, все их знают, потому что вот какая-то распространенная колода. Очень много продают ее, вероятно. Такие нестандартные иллюстрации, но люди все равно их знают и любят, да? 78 дверей, ключи нарисованы. Вот еще есть очень интересные карты. Не до конца я освоила. Это такой каждодневный оракул, но они очень выразительные, так разумно устроены. По принципу Ленорман, но не Ленорман. А если говорить про Ленорман, есть вот такие скромненькие повседневные Ленорман. Есть двусторонние карты, без рубашек, с двух сторон картиночки. Очень тоже, знаете, такие. Еще много карт у меня находится просто не здесь, а ну, там, где-нибудь на втором этаже, в какой-нибудь другой моей студии. Я комнаты здесь называю студиями. Таро Марчетти. Не нуждаются в комментариях. Очень запользованные, поэтому грязненькие. Марсельское Таро. Это вот каждый день я на них в скайпе людям гадаю. Это, наоборот, берегу, прям не прикасаюсь, не дышу. Таро Средневековье, это я их так называю. Очень редкие карты, тоже не видела никогда в продаже. Вот, неоклассика. Неоклассика. Я по-прежнему не выбрала. Я вот вам показываю, и я сама прям в сомнениях каких-то нахожусь. Потому что мы гадаем все-таки Скорпионом. Нам нужно что-то такое с драматическим накалом. Карты, которые заряд имеют, да, именно эмоциональный, которые можно эмоционально описывать, которые прям, ах, за душу, чтобы брала. Ну вот неоклассика. Не знаю, они, по-моему, нормальные, подходящие какие-то для вас. Есть еще Таро импрессионистов. Ну, в меньшей степени, мне кажется, подходят они Скорпионам. Так. Вы подумали? И мы подумали. И мы тоже подумали. По-моему, здесь как раз вот нет тех карт, которые я хотела для вас. Хорошо. Пусть это будет классика вот это. Ну, они так называются, классическое Таро. Здесь очень красивые, выразительные картинки. Посмотрите, например, рыцарь, так уж рыцарь, да, все понятно, он и одет так, и конь белый под ним есть. Вот. Очень даже, по-моему, подходящая карта. Итак, впереди июнь, да, мы понимаем, что такое июнь. Июнь – это лето, это время роз и пионов. Вуаля, у меня уже. Вот, время прогулок под луной, время белых ночей. И это время, когда долго светло, когда можно очень многое сделать. Не зря же говорят, что лето – это маленькая жизнь. А июнь, мне кажется, это еще и такая маленькая жизнь в самом лете. За июнь можно сделать, выбрать для себя очень-очень много. Если, конечно, хотеть. Самые долгие дни, да, именно в июне же
Ну и какие-то всякие народные загадочные праздники с гуляниями, с кострами. Это тоже в июне предполагается. Хотелось бы мне попасть на какой-то такой праздник. Но 3 карты расскажут Скорпиону про работу. Что вас ждет на работе, в работе. Задавайте ваши вопросы. Первая карта про работу. Ну, не самая плохая и не самая хорошая – это тройка мечей. Тройка мечей, называется она печаль, иногда говорят, хотя правильнее говорить старая печаль. Первое. Скорее всего, в июне дадут о себе знать старые трудности, старые проблемы. Это то, что вам давно пора забыть, или то, что прежде отступило, а теперь возвращается. Ну, всякие возвратные неприятные тенденции происходят под ретро-меркурием, мы знаем. Однако в июне как раз ретроградное движение Меркурия должно прекращаться же уже, да, сколько можно. По-моему, до 3 июня он только, потому что извел уже. Вот, и в принципе, тройка мечей такая карта, знаете, успокаивающая, и она сводит на нет или как-то дискредитирует, обесценивает ваши печали. Она говорит, настроенческая карта говорит, что на тему работы, ее поиска или успехов, там, поиска клиента или отношений с начальством, вам придется переживать и печалиться. Ну, будете ходить с понурой головой и вот, в общем, грустить. И эта же карта говорит, что грустите вы неуместно, во-первых, как будто оплакиваете то, что давно закончилось, то, что и поправить-то нельзя. В общем, кручинитесь мимо кассы. Ваши кручины какие-то ненужные, не туда, ну вот мимо кассы, понимаете, да? То есть карта предлагает вам переключать интересы куда-то в другое место, на что-то другое. Вы грустите об этом, а на самом деле пропускаете что-то принципиально какое-то иное. Поэтому не доверяйте своему сердцу, не доверяйте негативным своим эмоциям. Не печальтесь, потому что это такая печаль будет все равно непродуктивная. Никому уже здесь ничем не помочь. Вторая карта на работу для Скорпиона. Ну, такая очень уместная десятка жезлов. Это и масть рабочая, и карта сама прям такая вот рабочая. Она описывает всегда сильно напряженного или перегруженного человека. И описывает здесь для вас много работы. Для кого-то это радостно, для кого-то печально. Да? Но это значит, что работа будет, и нагрузка в бизнесе. То есть, если у вас собственный ресторан, будет загрузка, будут клиенты. Если у вас собственный YouTube-канал, например, то будет очень много тем для записи видео. Вам придется много писать, очень много стараться. То есть карта подчеркивает вашу гордость в отношении работы, ответственность сваливает какую-то дополнительную на вас. Иногда, естественно, имеет прикладной смысл. Говорит, что в июне вам придется на работе прям вот надрываться, потому что у вас другие сотрудники в отпуск идут. Вот так вот. Или уволится кто-нибудь, и на вас свалится все. То есть карта вообще-то с хорошим смыслом. Это карта гордецов и карта честолюбивых людей. То есть, сколько будет у вас возможности именно вот честолюбие свое проявить, отличиться, что вы больше сделали, чем другие. А если вы в июне будете искать новую работу, то карты говорят, она привычно тяжелая вам достанется. Ну, то есть работу найдете с большой вероятностью, не исключено, но она будет какая-то привычно тяжелая. Вот, и вы скажете, допустим, нашла работу, опять она с таким графиком тяжелым, там, с 8 до, не знаю, до 8, да, какая-то вот тяжелая, опять за всех, опять там, это тоже, знаете, есть люди, которые такими нагрузками и повышенной ответственностью гордятся, которые любят жертвовать собой в пользу работы. И, кстати, среди скорпионов, я думаю, таких людей очень-очень много.
Третья карта для вас. Ну, пока средние новости, да? Третья карта — пятерка кубков. Ее называют иногда депрессией, иногда просто карта скорби. Она тоже очень настроенческая и сообщает буквально, что в теме работы, бизнеса, скорпионов что-то, ну вот, расстроит, что-то разочарует. Это эпизод, безусловно, возможно, только один. Знаете, за весь месяц, за все 30 дней июня только один эпизод, только, ну вот что-то, маленькая ошибочка ваша или какая-то сделка, сорвавшаяся вдруг внезапно. Это один эпизод. Но момент, когда вы пожалеете, что родились, да? Нет, пожалеете, что вы на эту работу согласились. Вот такой вот момент будет. И пятерка кубков, опять же, как будто бы, вот как тройка мечей, помните, мы вначале говорили, она как будто бы уводит ваши мысли, ваши печали, ваши расстройства в другую сторону и говорит, что все быстро пройдет, все забудется, печали ваши мелкие, и настроение залечится как бы само собой. Поэтому в целом про работу карты Скорпионом вот сообщили следующее. Работа будет много, будет повод отличиться, но будет повод и ну, как-то очень остро погрустить. Потому что карты печали все-таки вам выпали, да, то есть вот нечто печальное, ну, знаете, печальное. Может, у вас любимая подруга, коллега уволится, например, да, и вы будете ее уход оплакивать страшно. Скорпионы очень сильно привязываются к друзьям, к родственникам, да, скорпионы. Ну, можно сказать, это самые, здесь нужно правильное определение, да, самые верные, что ли, или самые преданные в этом смысле. Вот. Не верьте своим печалям, общий совет. Теперь деньги. Ваша финансовая жизнь в июне. 1. Четверка жезлов. Прекрасно. Карта быстрых денег, карта быстро разбогатевших людей. Она описывает набор счастливых обстоятельств, каких-то счастливых событий, которые помогают вам хорошо жить, зарабатывать, правильно с выгодой как-то тратить и эффективно вкладываться. Она не что иное описывает, как здесь везение в деньгах. То есть везение. Четверка жезлов, малое колесо фортуны. Скажете, может быть, несколько раз даже за месяц: ох, ну надо же, как мне повезло-то, там, я не знаю, валюту по хорошему курсу купить. Или, ну вот опять же, работу с большой зарплатой найти. То есть немножко случайное везение. И еще, кстати, часто четверка жезлов описывает дорогу. Здесь дорога на денежную тему. Дорога развеселая, с бубенцами, за деньгами. Наследство принимать, например, от неизвестного дядюшки в Швейцарии. Разве это плохо? Конечно, это хорошо. Вторая карта на деньги вам. Денежная тройка пентаклей. Тройка пентаклей просто нормальная такая денежная карта, знаете, она вообще-то называется работа. И говорит, что вам с деньгами придется что-то делать, работать буквально, то есть оперировать деньгами, оперировать денежными суммами. Спокойная, ответственная, какая-то карта очень гарантирующая. Она говорит, что в финансовых делах у вас все окажется на своих местах. Доходы, расходы, все сходится, все очень прозрачно, все очень, ну, я бы сказала, предсказуемо. Здесь есть очень заметная связь вашей работы, именно вашей деятельности, ваших заслуг с вашими доходами. И вообще денежную работу обещает денежный бизнес и любые другие денежные занятия. Хорошие новости для тех, кто работу ищет. Третья карта на деньги расскажет вам о деньгах. Это десятка кубков. Ну, просто карта изобилия. Счастливая. Описывает счастье, связанное с деньгами. Счастье связано с деньгами. Это, опять же, зарплата, премии, прибыли, как новые, так и те, которые есть. Десятка кубков гарантирует какой-то размах и свободу в тратах. И может обещать траты на удовольствие, например, или траты не на себя. Не придется экономить,
на десятке кубков все через край. Так и в данном случае деньги ваши, они идут как бы через край и позволяют вам себя очень свободно чувствовать. Роскошь. Расходы на роскошь для семьи. Ой, теперь любовь, конечно. 3 карты расскажут вам про любовь, личные отношения. Первое. 4 мечей. 4 мечей, как бы неплохая, не хорошая, да, в основном эта карта совет. Она обещает разлуку, остановку, не окончательный, но, возможно, кажущийся таковым разрыв. Это, знаете, если, как я люблю говорить, отношения пунктирные, если вы то вместе, то врозь с вашим любимым человеком, то вот это врозь как раз и обозначает 4 мечей. Она говорит, что приостановится история, приостановятся чувства, которые уже, про которые вы друг другу уже сказали, или про которые вы только ждете разговора или признания. В буквальном смысле прикладном 4 мечей описывает, ну, знаете, разлуку какую-то физическую. Не сможете встретиться, потому что авиабилеты, например, сейчас очень дорогие, просто неприлично дорогие. Или потому что кто-то болеет, не обязательно в вашей паре, а кто-то из родственников, и надо ухаживать, например, и тоже не до поездки. А 4 мечей – это всегда совет не торопить события. То есть если судьба вас притормаживает, выставляет вот этот забор в личной, ну, в какой-то романтической истории, это значит, надо подчиниться и действительно подождать. Для вас же это будет лучше. Ну, про новое знакомство сейчас попозже поговорим, да, когда я достану все карты уже, потому что сейчас нечего сказать. 2 карта про любовь вам расскажет. Ну, не слишком романтично, но все-таки, да, это 7 жезлов. 7 жезлов в целом называется доблесть или суета, знаете. Она описывает различного рода усилия. Здесь ваши усилия на тему любви. Ее связывают с ревностью, например, с моментом завоевания, внимания интересующего вас человека. Вы завоевываете внимание, ждете внимания, стараетесь быть лучше других, стараетесь в конце концов, ну да, понравиться и стать, может быть, лучшей версией себя. Меня очень многие упрекают, особенно зрители рубрики «Вопросы и ответы», когда я вот касаюсь этой темы, о том, что чтобы иметь хорошую личную жизнь, нужно там работать над собой, улучшать внешность и характер. И многие ко мне придираются, да, таких, говорят, что это сексизм, и никто ничего не должен. Я и согласна на эту тему. И все-таки практика показывает, что на самом деле все равно все стараются. Все стараются и привлекать внимание, и стараются соперниц побеждать. И никто сложа руки на самом деле не сидит. 7 жезлов для вас совет в любовных отношениях, историях новых и длящихся, может быть, даже в браке. Не сидеть сложа руки. Это не значит, что надо вам прыгать прямо вокруг партнера, да? Кривляться и танцевать. Нет. Это значит, что... Ну, вот такой момент в отношениях наступает, когда надо над ними поработать. Понимаете? И сейчас любые действия лучше, чем никаких. Что-то. Где-то будьте повнимательнее, где-то... Да, включайте интуицию, где-то бойцовские качества. Сложная карта для любви, потому что я-то вообще в идеале, ну, со своими идеалистическими представлениями на эту тему вообще не считаю, что над отношениями можно и нужно работать, понимаете, да? Но я-то все равно рассказываю вам то, что рассказывают карты. Я не свое мнение здесь описываю. Ревность может вас накатить вместе с этой 7 жезлов, может накатить ревность. А значит,
есть повод. Хотя, не знаю, какой повод. У Отелло был платок, и 5 мечей здесь выпадает. Ну, это уж вообще ни в какие ворота, это абсолютно не нужно. Такой, знаете, средний. Не скажу, что ужасный прогноз на любовь, потому что, видите, крупных карт нет плохих и нет старших арканов. То есть я не думаю, что что-то необратимое, такое фатальное, ужасное, типа расставание или какое-то предательство вас ждет. Однако 5 мечей – это все-таки ссоры, конфликты на ровном месте, непонимание, взаимные претензии, необоснованная критика, либо в паре непосредственно между вами двоими, либо это критика со стороны, например, кто-то лезет в ваши отношения, кто-то придирается к тому, что там с кем вы встречаетесь или какие у вас отношения. То есть в связи с любовью какие-то вот, негативные эмоции вам нужно будет пережить. А 5 мечей именно и рекомендует пережить. То есть ни во что не ввязываться. Кстати, под этой картой ни в коем случае не надо выяснять отношения с любимым человеком. С кем угодно, но особенно. Это прям запрещено, потому что только испортите ситуацию, только картину усугубите, и тогда будет хуже. Тогда, когда мы будем гадать на июль, мы, может быть, еще хуже карты увидим. Общие советы есть, да? Видите? Очень сложный такой баланс вам придется поддерживать. С одной стороны, в чем-то бороться, а с другой стороны, где-то не торопиться. Вы поняли, да? Я думаю, вы поняли. Скорпионы проницательные, удивительно люди. И теперь семья, домашние дела ваши. Первая карта на семью и родственные отношения. Это паж кубков. Очень-очень хорошая карта. Обозначает, во-первых, человека молодого, возможно, ребенок, возможно, какой-то другой молодой родственник. И хорошие новости. Новости, знаете, такие расслабляющие. Новости бывают хорошие, наоборот, бодрящие, после которых мы в бой кидаемся, что-то там, не знаю, место жительства менять или обои переклеивать. А эта новость такая расслабляющая. Это может быть о примирении новость, о том, что в семье прибавляется какой-то новый человек, новый родится скоро человек, или просто появится новый родственник, кто-то присоединится к вашей семье, например, если у вас там дочка замуж выйдет. То есть это бальзам на сердце. Вот такие новости, которые с пажом кубков приходят, это бальзам на сердце. Ждали вы этого или это сюрприз, неважно. Это то, от чего вы разулыбаетесь и скажете: ох, вот идеально, да, вот это то, что спасает. Но, как правило, это ребенок, это ваш ребенок и новости, связанные с ним. Это хорошие новости, например, что ваш ребенок ЕГЭ сдал правильно, на правильные баллы, или что выбрал вуз, который вы тоже поддерживаете. Много там может быть радостей, связанных с детьми, да, это их спортивные победы или какие-то творческие. Вторая карта на семью. Семерка пентаклей, знаете, ничего особенного. Здесь она обещает просто денежные хлопоты бюджетные. Не сильно большие, но какие-то заметные. А семерка пентаклей, она вот не доросла еще до восьмерки. Если восьмерка обещает какие-то крупные и очень эффективные вложения и советует вкладываться, что-то выращивать и все, то семерка, как бы на ступеньку раньше, на ступеньку ниже. Она говорит, что пока вложения ваши в семью, в семейные дела как-то досадно не оправдываются. Но это не значит, что надо бросать, надо просто продолжать, ждать. Иногда действительно карта обещает досадные новости о деньгах. Не провальные, а именно досадные. Это может касаться действительно семейного бюджета, ваши какие-то вложения семейные, да. И дивиденды просто получаете меньше, чем ждали.
да, может быть, вы сейчас вот какую-то квартиру купили специально, чтобы сдавать, и в июне ее сдаете, но по высокой цене, как вы мечтали, она не сдается, а удается ее сдать, например, там за 2/3 вот этой цены. Вроде бы оно и хорошо, что случилось, и такое чувство легкой досады и понимание, что надо еще чего-то ждать и чего-то еще делать. В общем, вот такое немножко подвешенное состояние с семейными деньгами карта описывает. И третья карта в категории семья. Карта императора. В целом хорошая. И мы понимаем, они все хорошие, вам на семью достается. Мы понимаем, что в семье у вас будут серьезные дела, у вас будет достаток, у вас будут хлопоты, знаете, какие-то взрослые, и меньше намного, ну, именно эмоций. Это не ссоры, не конфликты, это вот такие, ну, хозяйственные, что ли, какие-то занятия, связанные с семьей. Вот. А карта императора здесь говорит о правилах. Правила. Правила любые, от каких-то правил эксплуатации какой-то бытовой техники, белая, как здесь говорят, техника, бяла, вот, до правил, ну, не знаю, общежития, да, важно эти правила не нарушать. Император говорит, что это время очень много как урегулирует ваших, ну, вашей жилищной, что ли, жизни, вашей жилищной сфере для вас. Очень урегулирует в документах юридические, правовые вопросы. То есть все правильно оформится, и, скорее всего, этому придется уделить время. А знаете, какую тему я все-таки не затронула? Да? Мне кажется, для многих актуально. Про новое романтическое знакомство. Я сказала, что карты не крупные, но тревожные выпадают вам на любовь. Я думаю, люди, которые уже сделали выбор романтический, поняли, о чем речь, и приняли к сведению эти советы. Но для одиноких скорпионов, насколько будет июнь мощный, насколько он полезный и волшебный, да, потому что новое знакомство, ну, если оно правильное и нужное для вас, это все-таки, я всегда настаиваю, что это всегда должно быть именно волшебство. Это не должно быть, не должна быть какая-то вот просто, ну, знаете, бытовая история проходная. Угу. Поэтому, с вашего позволения, вот для одиноких именно остальные могут выключать. Все, для остальных ничего не будет. Для одиноких скорпионов, которые жаждут любви и какой-то встречи в июне, это золотой таро, карта называется. Довольно, ну, подходящие, я думаю, здесь, потому что эти карты очень... Здесь такие простые картиночки, иллюстрации, и они тоже очень односложные ответы дают, эти карты. То есть из категории «да», «нет», «надо», «не надо», «будет», «не будет». Такой характер у них. Простой, без затей. Итак, новое романтическое знакомство. Сосредоточьтесь, подумайте. Именно для вас, вот конкретно для вас, будет новое романтическое знакомство или нет. Вы видите? Видите? Я не вижу, что это. Ой, королева Пентаклей. Ну, знаете, 50/50. Я здесь, наверное, всю аудиторию женскую разделю на две большие группы. Королева Пентаклей вообще это карта второй женщина-хозяйка, женщина-жена буквально. И могут быть очень хорошие новости. То есть вам предстоит роль жены будущей. Ну, например, предполагаем такой сценарий, что в июне вы познакомитесь с человеком, за которого потом выйдете замуж и, соответственно, станете его женой. И карта как будто бы заранее, вот так заочно обещает вам и общий дом, и общий быт, и достаток, и, ну, в общем, все-все. Может быть, и роль матери, ну, в меньшей, конечно, степени. Для этого другие карты должны быть еще рядом. Вот. Это вот хорошая новость такая. То есть, видите, как карты с места в карьер. Не про знакомство описывают, а
Если вы вот ощущаете, что это ваш портрет, а вы можете как это ощутить? Ну, например, легко догадаться, если вы земная женщина, если вы женщина-телец, ой, что я говорю, я же скорпионом гадаю. Легко догадаться, почему? Если у вас есть какие-то позиции значимые для любви в земном знаке. Например, если у вас земная Венера. Может быть такое? Может быть такое. Вот. И вы можете увидеть вот это вот для себя. Значимость, серьезность вот этого нового знакомства. И это шанс выйти замуж. Прямо в этом же июне, почему бы? Нет, посмотрите старые советские фильмы. Я, кстати, иногда их смотрю. Сегодня буквально утром урывками там какой-то посмотрела советский фильм. И мне там нравится, ну это именно 60-е годы, да, идут 50-е, 60-е годы. Там, если парню нравится девушка, вот он ее видит первый раз где-то на прогулке или на заводских танцах, и она ему нравится, и он непременно к ней подходит, ну и говорит: выходи за меня замуж. Видели вы такое? Обращали внимание? Вот в старых фильмах, да, там как-то это очень быстро решается. То есть он не подкатывает к ней долго, там, обходными какими-то путями, когда непонятно даже, куда он просится, то ли во френд-зону, то ли ему деньги нужны, то ли он влюбился, ничего не поймешь, да, как вот теперь. А сейчас, там вот именно так. Видит, герой видит где-то там девушку и своему другу толкает его в бок и говорит: видишь вон ту девчонку, я еще не знаю, как ее зовут, но имей в виду, я на ней женюсь. Вот так. Поэтому я и говорю, если вам сразу королева Пентаклей выпадает, да, то есть можно предположить, что это очень быстро произойдет, чего я всем на самом деле желаю. Королева Пентаклей, естественно, дает советы. Вы должны быть очень взрослой, серьезной. Только такой ваш расчет здесь любви окупится, оправдается. И расчетливый, да, слово это не зря к месту пришлось. А есть еще плохой, да, здесь прогноз с этой карты. Безусловно, знаете какой? Вот это же королева Пентаклей, это может быть другая женщина. Мне, конечно, простите, это может быть просто в личных, персональных гаданиях я вижу такие ситуации. Даже я сама со своим опытом иногда с первого расклада не могу понять, что возможно, и речь идет о другой женщине. То есть, понимаете, это может быть другая женщина, чья-то жена, будущее, прошлое. Прошлых жен не бывает, да, бывших жен, вы все это знаете. Вот. Или действующие в настоящем. И тогда карта вам советует быть осторожными с новыми знакомствами. То есть, понимаете, да, вы можете просто вступить в отношения с женатым человеком, с занятым, с тем самым чужим принцем, про которого мы часто говорим. У меня есть видео на канале как раз про таких людей. Ну что, скорпионы, неоднозначное гадание получилось для вас. Неоднозначное. Июнь хлопотный. Июнь, безусловно, хороший вот именно для семейных дел. Прям такой полезный, с каким-то гарантией. И хороший в денежном отношении. Вот. Беспокойство в основном, наверное, вот где-то в окололичной сфере. Ну что ж, я рада, что вам выпали хорошие в целом карты. И надеюсь, что мы много раз еще увидимся.